Наблюдаем за рынком. NASDAQ слева, золото посередине, нефть справа. Шикарный день уже сегодня, да, после выходного дня в США. Один из самых прибыльных трейдов сегодня это нефть, WTI. Продажи с помощью алгоритма здесь. После того, как мы пробили поддержку, тренд-фильтр желтый, sell, бум, моментум, шикарный трейд, нефть обвалилась 79.50 до текущих 78 почти. Ну и посмотрим, что будет. И здесь я уже вышел по WTI, по NASDAQ я еще в позиции, здесь похожая сделка. Мы пробили уровень вот здесь, обратите внимание, зеленая пунктирная линия, поддержка, потом мы видим под поддержкой стрелочный на покупку, как только его пробили, sell. Я взял первый тейк, плюс 40, ну и по второй позиции без убытки, посмотрим, будет ли еще шанс прибавить к текущему профиту, да, наблюдаем. У NASDAQ есть потенциал, да, упасть пониже, да, как минимум вот сюда, видите, здесь поддержка, чуть-чуть ниже, и мы здесь можем забрать прибыль, если придет, да. Не так много до этой зоны, 40 пунктов, итого мы, если упадет, сделаем еще 60 к тем 40, которые я сделал от продажи здесь. Трендовая сделка, типичная, да. Никаких здесь секретов нет, так же как и вот это, но это основанное на дисбалансе. То есть, если там уже есть тренд, то здесь его еще нет, он потенциально может возобновиться или, скажем так, начаться. Когда он начинается? То есть, когда тренды начинаются, когда мы нарушаем TC Buy, поддержку, тренд-фильтр меняет цвет. Это старт нового движения. Ну и, соответственно, робот мне говорит о том, что, Аркадий, пора здесь заходить в сделку на sell. Я люблю такие ситуации, они даются меньшими усилиями, но приносят значительно больше денег. Есть трейдеры, которые сидят целыми днями у экрана. Я понимаю таких, потому что я тоже долгое время так проводил время и не знаю, зачем следить. Пошло, они пытаются залезть в тренд, не понимая, может быть, он уже закончился. И чаще так и происходит, он заходит, цена разворачивается, идет в обратную сторону. То есть, что мне нужно наблюдать на графике? Да? Какая ситуация должна быть? Как должны вести себя мои паттерны, сигналы, чтобы я открыл сделку? Что мне можно, что мне нельзя делать? Падает NASDAQ. Придет к этой белой точке, белому уровню. Мы закроем позицию и закончим торговый день. Сегодня, кстати, короткий день в США. Торговый, раннее закрытие, поэтому мы с вами тоже задерживаться не будем. Приходит сюда, забираем плюс 60-70 пунктов. И на сегодня более чем достаточно. Sell здесь профит. И благодаря роботу Sell WTI идеально. Вот это вот, наверное, мой лучший трейд, когда речь идет про то, как найти место, где начнется новый тренд. Вот эта ситуация практически идеальная для того, чтобы поймать, или по-другому скажу, войти в новый тренд на ранней стадии. Максимально возможной ранней стадии войти, чтобы пошло движение. Такой безболезненный. Здесь еще есть одна фишка, но если я вам скажу, это не даст ничего, потому что она относится к системе моей, к роботам. Но в целом, чтобы вы понимали, да, основная моя техника торговли, по большому счету, это найти точку дисбаланса, да, где бык или медведь перехватит инициативу. Иногда бывает так, что я прихожу и уже рынок трендовый, да, медвежий или бычий, вот как по NASDAQ мы видели, то там применяются похожие техники, чтобы прыгнуть в движение с помощью моего TC-сигнала. Вот это все по факту, ну если совсем коротко. Я ищу точку дисбаланса по тренду, против тренда, но в основном по тренду. В основном по тренду, потому что это проще, это быстрее, это прибыльнее и так далее. И есть против тренда тоже точки дисбаланса, но это редко бывает.
общем, ждем, да, NASDAQ. Можем сюда уведомление поставить. Видим, уровень поддержки появился новый. Ну и наша зона вот здесь. В общем, готовимся забрать деньги, и, возможно, на сегодня нам хватит. По NASDAQ, точнее, по WTA интересная ситуация. Вот мы только что сказали с вами про разворот. Да, и вот одна из формул разворота, или, скажем так, та ситуация, когда перехватывают инициативу те или иные трейдеры, то есть если главные медведи, то перехватывают кто? Да, быки, то обычно после вот этого паттерна дно, или слабое дно, или двойное, потом пробивать середину, коррекция, и это может быть стартом бычьего движения. Но еще раз, это контртренд, вероятность ниже. Вот это один из топовых трейдов. Если вы не смотрели статистику по роботам, посмотрите на сайте ztrader.ru, ссылку тоже оставлю, изучите информацию. Так, у нас алерты пошли. Gold, по золоту алерт, TCSL. Но золото не буду торговать. Несмотря на то, что я вижу хорошие сигналы, я торговать золото не буду сегодня. Это слабый рынок, который не может принести деньги, да? А только провоцирует на лишнюю активность. В общем, ждем NASDAQ и закрываемся. Такое было короткое видео. На этой неделе, к сожалению, не было возможности записать для вас тренинги. Был занят с роботами в закрытом чате, с трейдерами, кто у нас обучается. Это тоже нужно, это тоже важно, да, чтобы люди, которые к нам подключаются, чувствовали поддержку. Да, и это требует времени, да, поэтому сегодня тоже короткое видео. Ну, надеюсь, что оно немного для вас оказалось полезным. И по факту надо каждому из вас сфокусироваться на одном, на точках дисбаланса. То есть как выглядит, вот мы с трейдерами в четверг на закрытой, точнее не четверг, в среду на закрытой торговле разбирали. То есть как выглядит ситуация на рынке, когда, скажем так, начинается новый тренд. Вот как эта ситуация выглядит. Вот стоит вам описать, уточнить, формализовать это, все карты вам в руки, чтобы это каждый раз торговать на любом рынке. Угу. То есть как выглядит такая ситуация? Я точно знаю, что моя ситуация выглядит вот так. Вот так. Я точно знаю, потому что, во-первых, я это тестировал руками, а сейчас я это тестировал с помощью робота за последние 7, и даже мы брали золото с 2003 года мы тестировали золото абсолютно прибыльно. Да? Но очень примитивный сигнал, вот этот, который сейчас вы видите. То есть не только я знаю, потому что я это видел там в тестах, но я сам через это прошел, да, постоянно репетируя. Очень-очень важно. И мы можем найти такие сотни, тысячи примеров на графике, как в реальном времени, да, которые, ну, практически, которые вы сейчас видите, так и те, которые были. И протестировать руками, да, увидеть это, чтобы уровень внутренней уверенности тоже рос. Да, вот они, вот эти тенденции, видите, переходы. Видите, тренд-фильтр стал желтый, а до этого был бычий тренд. Вот он попер. Видите, да, здесь еще непонятно. TCSL агрессивно очень, несмотря на то, что он появился на максимум движения, агрессивно. И потом, смотрите, что происходит. Видите, TC Buy. Вот разгадка. Не в TCSL, а в этом TC Buy. Здесь разгадка, что может быть тренд. Потом мы стали обновлять минимум TC, того места, где TC, видите. Это очень важно, потому что TC индикатор силы. Это не просто купил-продал, это не работает. И вот здесь, посмотрите, как только мы его пробили, минимум TC Buy, видите, тут же тренд-фильтр изменился. Опа! Иди сюда. А здесь, видите, стали пробивать максимум TC, а тренд-фильтр красный. Здесь нельзя. И вот так мы находим точки слома, когда тайная группа перехватит инициативу. И посмотрите, какой дичайший просто тренд. Опять нефть. Стоит вам поймать 2, 3, 4, ладно, 5 трендов по одному инструменту, даже в одну сессию в месяц, более чем будет достаточно. С соотношением чуть ли там не 1 к 5, 7, а может быть 10 даже, если тренд сильный. Элементарные вещи, но еще раз, чтобы к этому прийти, нужно было практиковаться. Нужно было отслеживать тенденции и задавать вот этот вопрос. Я говорю, если вы его себе зададите и сможете его формализовать, уточнить, то все, наша торговля никогда не будет прежней. То есть как выглядит ситуация на графике, когда рынок взрывается в ту или иную сторону, разворачивается, неважно, начинается новое движение.
есть отследить на графике все вот эти большие движения. Вот это движение, потом там, вот, например, бум, рынок обвалился. Что здесь было? Как я могу это распознать на ранней стадии? Я знаю, как это распознать. И вам это задание. Сделайте свою работу. Вы можете подключиться ко мне, торговать в закрытом чате. Кстати, сейчас на сайте у нас в честь сия вот этой пятницы тоже есть некоторые предложения. Ссылка под это видео, изучите, посмотрите. Да. Или сделайте свою собственную работу, но это требует времени. Да. Уточнение деталей, что есть ситуация, которая приводит к большому движению. Угу. Ладно, я заканчиваю. Я уже по NASDAQ тоже не успеваю наблюдать. Спасибо вам. Лайк, если понравилось. На следующей неделе будем видеться, я надеюсь, чаще. А на этой неделе мой трейдинг закончился. Я рад, что он закончился так бодро, да, и так круто. Но уже точно сегодня торговать не буду. Все, пока, до связи.